Ребята, всех приветствую! Сегодня мы поговорим про проект Ethos, расскажу, как делать ранние активности, чтобы претендовать на будущий airdrop. Видео будет, возможно, не кратко, но очень полезное, досмотри его до конца. Погнали. Это с простыми словами создал протокол доверия, либо по-другому цифровую репутацию, где мы можем оставлять друг другу отзывы, либо же применять другие методы, чтобы повысить наш скор, чтобы повысить нашу XP активность и в будущем претендовать на тот или иной airdrop, либо награду. И на первый взгляд этот протокол покажется очень сложным, но я постараюсь за небольшое количество времени рассказать полностью каждая кнопочка, за что отвечает. Наша с вами задача получить максимальное количество скора на наш аккаунт, а также взаимодействовать с другими аккаунтами, чтобы получать XP. Эти самые XP это как раз таки вес вашей активности на протяжении того или иного сезона. Сейчас идет первый сезон. Этос уже собрал $2 миллиона от ангел инвесторов, возможно будут еще новые раунды, поэтому обязательно нужно участвовать в этом проекте и получить инвайт не так просто в нем. Я сейчас расскажу, какие есть методы, чтобы зайти в этот проект. Инвайты в Этосе ограничены, что защищает от сибилов, фармеров и так далее, потому что эта площадка как раз таки и ориентирована на то, чтобы бороться с этими, чтобы реальные люди получали честные отзывы и повышали свое доверие, свой скор. Я расскажу в самом начале, как получить инвайты. Я на данный момент знаю 4 способа. Первый из них, конечно же, это попросить друга, если у вас есть такой человек. Второй способ это зайти в директори. Здесь же вы можете отфильтровать по инвайтам и посмотреть у какого аккаунта сколько инвайтов, написать ему в личку, почему он должен дать вам инвайт, потому что не так просто его получить, и человек, который приглашает другого человека, он также рискует своим скором. То есть если он пригласит какого-то скамера, на протяжении времени его скор будет падать, либо же наоборот, если вы будете активным, его скор и ваш будет расти. Поэтому здесь можете отфильтровать, посмотреть, у кого там 3, 4, 5 инвайтов есть, написать ему в личку, здесь сразу Twitter. Это второй вариант. Третий вариант, вы можете перейти сам Twitter, вот, кстати, эта страница, и в поиске ввести Ethos Invite. И тут во вкладке «Популярное», как правило, люди либо разыгрывают инвайты, если у них появляются они, а инвайты появляются, если не ошибаюсь, раз в 2 недели, то есть один инвайт 2 недели. Ограниченный круг. Чуть позже я расскажу, почему так и сколько сейчас участников, почему прямо сейчас стоит получить этот инвайт. Поэтому посмотрите, какие крипто-твиттеряне разыгрывают, либо просто дают инвайты. Вот здесь вот постарайтесь поучаствовать в их конкурсе, если они что-то делают. Зачастую есть мошенники, которые просто пишут, что у них есть инвайт, чтобы собрать активность. В общем, обязательно посмотрите, профильтруйте грамотно и постарайтесь как-то выделиться и получить данные. Чеки в крипте начинаются с правильных действий. И эту альфу ты найдешь, подписавшись на 2 полезных источника. Это наш телеграм-канал «Отборный проекты, детальные гайды, психология рынка, аудио, видео, эфиры и дружная комьюнити, а также мой твиттер с кучей полезной информации и уникальным контентом. Рост твоих знаний и портфеля начнется с этих источников, поэтому не упусти свой шанс, подпишись прямо сейчас. Я же, как получу инвайт, обязательно разыграю в своем твиттере, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить это. Допустим, вы получили инвайт, вы зашли, зарегистрировались, активировали, так сказать, свой профиль. Первое, что нужно сделать, это зайти в свой профиль и нажать «Сеттинг», настройки, подключить все ваши социальные сети. Как только вы это сделаете, то есть подключите кошелек, сделайте коннект социальным сетям, рекомендую все сделать, вам начислится первый скор. Если у вас аккаунт больше 6 месяцев, Twitter аккаунт, если он у вас чистый, ни в чем плохом не замешан, у вас будет нейтральный скор. Нейтральный скор самый начальный всем это 1200 дается, и вы его либо набираете, либо же он у вас будет падать, но об этом еще поговорим. Наша задача это повышать 2 параметра. Это ваш скор, это репутация, ваше доверие, как люди к вам относятся. Чем выше, тем лучше. И есть XP, ее тоже нужно повышать, я также расскажу как. Это ваша активность в Этосе. Эти 2 параметра напрямую будут относиться к будущим наградам и аирдропам. Сейчас же давайте поговорим про механики, которые вы должны задействовать. После того, как вы получили инвайт, подключили все соцсети, первое, что нужно сделать, это ежедневную активность. Не забывайте повышать ежедневный стрик. Вот у меня 4 дня подряд. Она у вас будет вкладочка
вкладочка, вот здесь вот такая плашка оранжевая, вы на нее нажимаете, там 12 вопросов, и за них дают XP. XP начисляется раз в неделю. Вопросы абсолютно легкие, и там вы должны проголосовать либо негативно, либо нейтрально, либо положительно. Вот сейчас на экране вы видите скрин. Если вы знаете этот продукт, что он хорошего доверия, ставьте плюс. Если вы не знаете продукт нейтральный, если же плохо к нему относитесь, ставьте негативный. И таких 12 заданий ежедневно не пропускайте, однозначно делайте. И самый главный момент, не проклацывайте как Сибил. Эта площадка постоянно мониторит то, как вы действуете. Временной отрезок, как вы нажимаете, какой комментарий оставляете, тоже об этом поговорим. Старайтесь внимательно прочесть, перевести, где-то оставить комментарий, потому что там есть коммент вкладочка. И делайте перерывы между ответами хотя бы 30 секунд, минута. Не прожимайте каждую секунду. Итак, давайте я покажу 3 основных активности, которые тут есть, за что начисляют Score, XP. Будем это делать на примере абсолютно любого аккаунта. Тут есть аккаунты как и личных профилей, так и проектов различных. К примеру, NFT коллекция Azuki, очень интересный бренд. И мы можем сделать следующее. У нас справа, видите, есть 3 синих вкладочки. Это Review, это Vouch и Slash. Первое, что нужно сделать, это ревью. Это бесплатная активность, так сказать, фидбэк, либо отзыв о проекте, о человеке и тому подобное. Когда мы нажимаем ревью, у нас открывается следующее меню. Мы можем оставить отзыв негативный, можем оставить нейтральный, можем позитивный, в зависимости от того, что вы думаете. Негативный отзыв будет убирать скор. Вот сейчас, к примеру, у Azuki 1487. Если вы пишете негативный, там на 2, на 3, на 5, на 10 очков уйдет, в зависимости от того, какой вы вес имеете. Нейтральный тоже будет убирать, но не так много, позитивный будет добавлять. Давайте на примере покажу, что нужно сделать. Вот таких ревью я рекомендую не спамить ежедневно, а сделать примерно 3, 5, максимум 10 в сутки качественных отзывов. Ни в коем случае не используйте яишку, потому что вам бот накинет страйк, кстати, об этом тоже поговорим. Исключительно вручную, не поленитесь, напишите. У нас что здесь есть? Мы выбираем позитивный, здесь у нас есть заголовок, который мы хотим написать. Сейчас на примере покажу. К примеру, я пишу, что это интересный продукт с крутым бэкграундом и расширенным брендом. Это как раз таки заголовок, здесь можете поэкспериментировать. И в описании пишем то, что мы думаем о нем. Самое главное, справа у нас есть шкала, вот 23%. Очень важно, чтобы она была зеленой, то есть больше 65 или больше 70, не помню. Сделайте так, чтобы максимальное количество процентов было, чтобы зеленая шкала была, это важно. Этот момент будет также влиять на вашу XP, на ваш вес и на ваш счет. Поэтому здесь, к примеру, пишем следующее. Не используйте искусственный интеллект, пишите от руки. Я просто в переводчике написал, на английский перевел. Чем человечнее вы напишите, тем лучше. Вот, например, у меня 84%, это идеальный счет, и 1 скоро добавится. Нажимаем «Публикация». Инициируется транзакция, все в сети Base, то есть у вас должно быть немного эфира в сети Base, тут 2 цента тратится, ну в зависимости от того, насколько длинное ваше сообщение. Вот 2-6, из-за того, что повышенный газ, 6 центов. Небольшой анонс, расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное, моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи. Простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Все, мы написали отзыв и 1 скор добавили этому аккаунту. Ниже мы можем увидеть, что написали о Azuki другие люди, сколько лайков поставили этим комментариям. Также можете комментарии оставлять. Старайтесь делать различные активности, чтобы вы не попадали под метрику Сибила. То есть делайте разные активности. Где-то нейтральный отзыв, где-то положительный, где-то лайк поставили. Это очень важно. И пишите грамотно. Просто старайтесь. Далее это было ревью, это простые отзывы. Если вам человек пишет ревью, у вас повышается этот скор. Если вы пишете, вы повышаете скор. Но злоупотреблять тоже с этим не нужно. Пишите только тем людям, проектам, которые действительно которые вам нравятся, которые заслужили репутацию, либо не заслужили, если негативный. Далее у нас вторая вкладочка, это вауч. Это уже повышенное доверие к проекту.
к Твиттеру и так далее. Вауч — это тот же самый отзыв, только монетизированный. То есть вы можете, так сказать, доверить эфирам человеку. К примеру, у меня есть, вот я засунул 0.1 эфира сюда, уже оставил несколько ваучей, то есть 0.01 эфира я оставил. Это минимальное значение, которое можно сделать, примерно $35. И вы здесь то же самое пишете, только здесь уже видите, что больше прибавляет. То есть здесь прибавляет 11 скоро сразу же и 28 в течение 180 дней по чуть-чуть. Вауч — это исключительно вы блокируете средства, в любой момент вы можете снять. Сейчас покажу как. Ничего сложного нет, просто это повышенное доверие к человеку, либо к какому-то проекту. Если мы нажмем профиль и нажмем вауч, здесь мы увидим, что я уже оставил 2 вауча по 0.01 эфира. Мне еще пока что не оставили, и вот можно посмотреть, это Мэтт и Ронин. И эти эфиры вы в любой момент можете забрать, но я рекомендую этого не делать на протяжении сезона, потому что у нас постсезонные, скорее всего, награды будут, и один сезон длится полгода. Поэтому дождитесь однозначно, и вам будет плюс, и человеку, которому вы помогли. Если вы в будущем хотите получать ваучи и отзывы, и ревью, однозначно подпишитесь на наш телеграм-канал, тут мы будем обмениваться ими, тут мы будем об этом общаться, поэтому обязательно напишите мне в личку, если вы зарегистрировались, нашли инвайт, я вас добавлю в определенный список, и мы будем там взаимодействовать. А забрать ваш застейканный эфир вы можете вот сюда нажать, Unvouch, здесь 2 варианта есть. Если вы просто хотите забрать свои средства, и человек там никого не заскамил, никакой плохой репутации не действует, нажимаете Unvouch Healthy. Если же человек что-то сделал не очень хорошее, вы ему доверились, вы нажимаете, соответственно, красную. Если большинство будет таких уже отзывов, скорее всего, у него помимо ваших средств, которые вы забрали, еще отнимется рейтинг, скор. И третья вкладочка — это слэш, это механизм наказания нечестных пользователей, которые так или иначе либо проектов заскамили аудиторию, либо сделали что-то не очень хорошее, либо это фейк аккаунт и тому подобное. То есть вы можете заслэшить любой аккаунт, если понимаете, что он что-то натворил не очень хорошее, и люди, сообщество решает, так это или нет. Но у вас должен быть скор 1600. Давайте на примере покажу, как это работает. Выглядит это следующим образом. Вот аккаунт Рик заслышал мантра за то, что они там заскамили на какие-то токены. Здесь человек полностью описывает ситуацию. Чем лучше вы напишете, тем, соответственно, больше людей поймет, правда это или неправда. И можно проголосовать либо за, то есть все, что он написал, правда, либо защитить этот профиль, что это неправда. Если же оказывается на то, что человек написал правда, количество скора, которое поставил при регистрации этого слэша, отнимается у этого аккаунта. Если же проект защитили, этот скор отнимется, либо может чуть меньше, не знаю, отнимется у человека, который заслэшил другой проект. Думаю, с этим понятно. Для начала вам это не нужно, но можете поучаствовать в таких мероприятиях. То есть внимательно смотрите, читайте, о чем пишут. Вкратце расскажу про главную страницу. Тут вы увидите ваш профиль, это ваши социальные ссылки. Здесь сколько позитивных, либо негативных, либо нейтральных отзывов про вас написали. Вот здесь тоже желательно, чтобы это было 100%. А далее здесь будет ваше XP, раз в неделю начисляется, я вот только начал. Здесь показано, на каком вы месте, здесь сколько средств вы завоучили другим пользователям, здесь сколько вам завоучили, здесь сколько у вас инвайтов, если не ошибаюсь, раз в 2 недели дается, здесь дата регистрации, здесь подробные описания, которые вы написали, given, и которые вам написали. Далее давайте нажмем профиль, нажмем Contribute, либо можем вот сюда нажать после того, как задание выполнили. Вот он, первый сезон. Был нулевой сезон, но там буквально несколько дней, поэтому на него ориентироваться не нужно. Сейчас первый сезон, он будет полгода, поэтому очень важно зайти прямо сейчас. Здесь торопиться не нужно, делать миллион активностей, как в Кайту, например, но нужно понемногу повышать ваш рейтинг. Наша с вами задача попасть не в нейтральную зону, где рейтинг с 1200 до 1600, сейчас 1240, а за 1600. Почему? Я в конце покажу дюны, вы поймете, о чем я говорю. Но сейчас мы перешли в Contribute, здесь показывает как раз таки экспа, как вам будет начисляться. Я вот в воскресенье зашел, 3 экспы получил. Сейчас будет новая неделя, здесь будет повышаться. Здесь показано график вашей активности. На главной странице мы можем нажать Score Breakdown. Давайте нажмем.
Мы попадем на такую страницу, где справа у нас показано, как у нас увеличивался либо уменьшался скор. Здесь мы можем посмотреть саму таблицу, определенная градация. В красную зону попадают фармеры, боты, скамеры, неэтичное поведение людей, проектов и тому подобное. В желтую тоже лучше не попадать, но вы можете случайно туда попасть, если у вас новый аккаунт в Твиттере, оттуда легко выйти. И вот нейтральная зона, на старте у вас будет 1200. Наша задача попасть 1600 и выше. Здесь находится очень малое количество людей, за 5 месяцев вполне реально это сделать, особенно сообща, если мы будем действовать вместе. И ниже показано, за что могут дать в начале скор. В начале дают за аккаунт, вот можем увидеть максимально 15 социальные, все подключайте за кошелек, за Твиттер, за голоса, за ревью, то есть за все могут дать, поэтому не пренебрегайте, делайте максимально активность. Какие еще активности можно сделать, чтобы увеличить ваш процент избранных, сейчас я покажу. Во-первых, если у вас есть свободные средства, вы можете приобрести NFT коллекцию, это с Validators. Минимум по флору она стоит сейчас 3 эфира, не так мало, да, всего 256 сапплая. И эта NFT коллекция дает дополнительный буст к вашим XP, то есть вы получаете увеличенное количество, это как мультипликатор, очень хороший. Поэтому показывает вашу приверженность проекту и плюс мультипликатор. Также ссылочку оставлю, очень мало людей, тут есть голосование на улучшение продукта, то есть админы, либо любой человек присылает определенную рецензию, которую мы можем прочитать, проголосовать за или против. Я тоже думаю, что это влияет на будущее распределение, и тем самым мы проявляем активность этому проекту. Однозначно смотрите, какие есть голосования, и голосуйте, по одному голосу тут дается, в зависимости от вашего ранга. Краткий итог активности. Как вы можете получить скор? В основном скор вы можете получить по нескольким моментам. Первое, если вас пригласил какой-то значимый человек, вам от него дают небольшой скор. Далее, если вам пишут хорошие отзывы, ревью, вы получаете скор положительный. Если вам воучат эфир и другие более мелкие незначимые моменты, здесь можете прочитать. XP мы получаем за активность ежедневную. XP мы получаем за, помимо вот этой активности 12, заходим в Home, либо в поиске ищем проект, который нам интересен, и стараемся участвовать по максимуму. Это выучить, это писать ревью, это ставить лайки вот здесь вот, это комментировать. Только смотрите, куда ставите, это тоже важно. Также есть Ethos Market, очень мало людей там вообще им пользуются, и я рекомендую иногда делать какую-либо активность. Это определенная площадка, на которой можно торговать доверием. То есть есть какой-то проект, вот, например, iXBT бот, можете его затрастить, либо distrust, то есть не доверяйте, и на этом можно зарабатывать. То есть если вы пишете trust, вводите определенное количество эфира, и, например, сейчас он 47, вырастет там до 60, вы можете продать этот траст и на этом заработать. Также можно зашортить, нажать distrust. Я думаю, с этим все понятно, ничего сложного нет. Я вот как раз захолдил определенное количество, по-моему, на ICO-Biz, да, поставил ему траст. Если он будет расти, я могу продать, но в общем я это делаю исключительно для активности, продавать не буду, там 2-3 раза в неделю буду заходить в маркет и это делать. Да, это платное действие, я выделил какую-то определенную сумму, на данный момент 0,1 эфира, возможно буду увеличивать. Но тем самым, используя такую коллаборацию, как бесплатные и платные активности, вы попадаете в маленький процент избранных людей, потому что мы можем, к примеру, перейти в Dune Analytics и увидеть, что всего 16 тысяч аккаунтов за это. То есть инвайт реально сложно получить, но я рекомендую постараться, не сдаваться и его заполучить. То есть 16 тысяч. Да, тут небольшая задержка, но это мелочи. Далее, если мы вниз опустимся по основным метрикам, хочу вам показать... Это долго все читать, здесь все подробно, но 16 тысяч аккаунтов активных, всего 5 тысяч, 5-6 примерно на данный момент. То есть не так много, еще отсекаются люди. А в маркете, о котором я рассказывал, участвует всего 20-30 человек. Я думаю, это очень хороший мультипликатор для будущих наград. Здесь также можем посмотреть, кто что делает. В основном это делает ежедневные активности. Очень малое количество людей делает слэши, голосует слэши, делает воучи, поэтому старайтесь как-то зацепить это. И вот главная метрика, о которой я хочу поговорить, это ранге. Сейчас в нейтральном ранге находится больше 90% участников. Если вы попадете за 5 месяцев, а это
легко сделать, если постараться. То есть у меня за 2 воуч, то есть за 2 ревью, не воуча, дали 40 аж. То есть можете посмотреть, дали 40 скоро. Поэтому наша задача попасть в 1600 и выше за 5 месяцев. Вкратце пройдусь по Build of Ethos. Здесь различные протоколы и коллаборации, которые взаимодействуют сам продукт. То есть тут есть апы, различные чекеры, которые вы можете проанализировать. Не буду затягивать, возможно в другом видео покажу. Это как раз Dune Analytics дашборд, который я сейчас показывал. Есть различные агенты, про Эроса поговорим в следующем видео. Это вообще забавный чувак, лучше с ним не связываться. И вот коллаборация. Это Discord, это Kite, OpenSea, Xit, в котором мы участвуем. Поэтому, друзья, обязательно участвуйте. Крайнее, что хочу сказать, в самом Дискорде Этоса, если вы получили, то есть инвайт у вас уже есть, обязательно зайдите сюда. Вот здесь есть Verify Ethos, чтобы вы верифицировали. Показано, как сделать. Нажимаете паблик, через слэш пишите Ethos Verify, нажимаете Enter, и вам дается роль. Поэтому, друзья, ни в коем случае не пропускайте. Если получили инвайт, переходите в нашу группу, пишите, что у вас есть инвайт, будем с друг другом коллаборировать. Я расскажу, как более детально и грамотно к этому делу подойти. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, что об этом думаете. Всем пока.